прошлом видео мы успешно преодолели брод. Пришло время ответить на загадку. Нет. Что с деревом? Я не хочу в дерево. Но все по порядку. Помните, как после брода я самоуверенно заявил, Старострийка на этом, можно сказать, закончилась. месть пришла моментально. Когда уже до конца Старострийки остались, можно сказать, считанные метры. Похоже, на камни пробили. Но он такой вот порезик, видите какой? Может быть, удастся зажгутировать. Если только в одном месте пробой. А потом доедем до шиномонтажки. Да. Вистит. Потом доедем до шиномонтажки. На шиномонтажке можно будет доделать до конца. А теперь давайте-ка вспомним все вместе. Точнее, соберемся силами и зададим мне вопрос. Где у меня лежит ремкомплект? Ты вообще его брал? Вы посмотрите на эту женщину. Я когда купил Гудричи, я поверил в то, что Гудричи никогда не получают боковые порезы. Никому верить нельзя. Сказал мужик, который хотел только сам знаешь, что сделать. Да. Только пукнуть. Ёлки-палки. Придется разгребать все и доставать. Давай Доставай. быстро. Давай, побежим. Жгут ожидаемо не помог, и пришлось вытаскивать запасное колесо. Кто не умеет, первый раз будет сложновато. Как известно, кто не работает, тот не ест. Каждому члену экипажа должна достаться своя задача. Я замерзла просто, хоть погреюсь. Да. Еще немного красот староавстрийской дороги, и вот мы уже на асфальте. В Большинорыме первая заправка, где можно покормить Discovery 95. Задержка в пути позволила нам насладиться ураганом, который накрыл весь восточный Казахстан. Хорошо, когда есть человек, который следит за дорогой. Самый простой и комфортный маршрут может превратиться в оффроуд приключение по старому доброму принципу. Просто добавь воды. Очень жирная земля, которая забивает быстро протектор. Благо резина у нас хорошая, мы продолжаем держать путь. Но я помню, когда мы ездили на обычной асфальтовой резине, тут в какие-то моменты едешь задом наперед. Настолько это все раскидывает. Какая по счету у нас попытка? Вот то, что я вам говорил. Вон туда дорогу покажи. Жесть какая. Прямо. Прямо. Вот мы стоим поперек дороги. Вот так вот. Попытка выехать. Попиши, пожалуйста, на мой телефон. Ютуберы не поймут, зачем я им пишу вертикально. Сейчас мы еще. Нормально, мы здесь зацепимся. Очень жирная земля. Прямо очень жирная. Сейчас там дальше вот пойдем вдоль лесополосы. Там будут такие же приключения. Позички. Володя, нам может в объезд? Нету объезда, по полю мы вообще сядем. Дороги здесь накатаны именно потому, что... Вова, нет. Нет, я не хочу в дерево. Не хочу. Ой, мамочки. Не хочу в дерево, а придется. Это ужас какой-то. Я же говорю, здесь это веселье. Здесь просто Старострийска покажется раем, пока доедем. Вот. Машина не останавливается. И у меня
уже ботинки забиты грязью. Надо посмотреть, потому что непонятно, там, по-моему, нам налево надо завернуть. Сюда мы не уйдем. Ёлки-палки! Да, нужно проходить и сразу ходить налево. Грязь просто вообще. Видите, она тут течет, она залипает. Только ходами. Без вариантов. Мы, конечно же, нажали не на те кнопки на камерах и ходами проехали, но, увы, без записи. До конца нашего пути осталось километр, два налево, и будем уже на берегу Самарского, на берегу Самарских пляжей, на берегу Бухтарминского водохранилища. Конечная цель нашего путешествия. Не думал я, конечно, что финальная часть маршрута окажется настолько интересной. Грязи помесили как никогда. Мы приехали на место. И знаете, ребят, чего я больше всего опасался? Что я сейчас выйду из машины, у меня нет номерного знака. Потому что когда мы преодолевали брод, номер-то я снял. А вот сейчас уже не снимал. Когда грязь прилетала, но, к счастью, номер на месте. А мы традиционно почти за полночь по местному солнечному времени начинаем разбивать лагерь. Это шампанское специально для вас. Проехало 1600 километров. Мы постарались его провести по самым сложным участкам Восточного Казахстана, чтобы взбодрить его, зарядить, так сказать, энергией. Проверим. Вау! Бахнуло. Ого! Какой звук. Пришло время традиционного обзора нашего лагеря. Когда мы останавливаемся больше, чем на один день, мы используем не маркизу, раскидываем наш тент под названием юрта. О нем я уже подробно рассказывал, но появились новые подписчики. Давайте пробежимся еще раз. Он похож очень на куб, который продается и тоже много покупается людьми. Но у него есть очень интересное отличие. Начнем с того, что большое внутреннее пространство. Полностью вокруг москитная сетка. Но в ней есть особенность. Если здесь мы видим обычную москитную сетку, и здесь кажется, что тоже обычная москитная сетка. Давайте посмотрим с этой стороны. С этой стороны находится дополнительная пленка. Таких мы заказали 4 комплекта. Это полиуретановая пленка. Ей можно закрыть полностью все 4 окна. Можно закрыть только 2. Например, с той стороны идет ветер, и мы хотим, чтобы у нас была комфортная обстановка внутри тента. Мы закрываем с этой стороны. Пленку можно наполовину опустить, можно полностью отпустить. Чтобы быстро менять шторы, я использую вот такие вот соединители. Потому что помимо пленки можно сделать еще глухую штору. У меня также идет комплект из 4 глухих штор. На случай, предположим, если вы не хотите, чтобы кто-то смотрел на вас, отгородиться от соседей. Большим плюсом этого тента является коннектор к автомобилю или тамбур. Конструкция соединяется с автомобилем, что дает дополнительную жесткость и создает единое общее пространство с багажным отделением. То есть вы живете вот в таком большом едином пространстве жизненном, что добавляет, конечно же, комфорта. С точки зрения прочности, юрта наша идет вот с такими трубками. Не знаю, с какого материала они сделаны, но выдерживают очень хороший ветер. Проверяли здесь же на Самарке. И если ветер превышает разумный предел, вот сюда устанавливается еще дополнительная штанга, которая обеспечивает поддержку в центре. Мы ее не ставим, потому что пока у нас здесь все нормально. Значит, спальники. Спальники у нас сверху натурхайковские. Это у нас старенький спальник Red Fox остался. Внизу у нас лежит самонадувающийся каремат, о котором я тоже рассказывал. С прошлого видео мы докупили вот такую штуку.
вот эту конструкцию, она цепляется за подголовники и перекрывает проем между задними сиденьями и передними сиденьями. То есть здесь спальное место почти 2 метра. В высоту вот это расстояние почти 90 сантиметров. Сейчас я залезу. Пневмо находится в нижнем положении. Посадочная высота совсем небольшая. Вот у меня рост 1,79 м. 2 дня отличная кайтовая погода. Когда-то, когда мы здесь жили, мы ездили каждые выходные и отпуска проводили здесь, катались под парусом. Здесь у нас это кто? Красавчик. Разбудили, скажи опять, да не дадут поспать. Все, засыпать. Скоро будут торчать, помогать рулить. Машину не моем, потому что черную машину мыть, только портить. Доедем до города, в городе будем химичить. Черчилль, домой. В очередной раз прощаемся. На этом наше путешествие можно считать успешно законченным. Осталось 140 километров до Усть-Каменогорска, 170, 140 и 170. После этого еще 1000 километров до Астаны, и мы будем дома. Всем пока.